Всем привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с моим новым питомцем. Это медицинская пиявка. Пиявка — это очень милое существо, если не считать того, что она питается кровью. Это червь-вампир, кровопийца, которому нужна ваша кровь, чтобы выжить. Да, звучит очень страшно, но многие люди добровольно позволяют пиявкам пить свою кровь. И сейчас вы узнаете почему. На первый взгляд кажется, что это просто скользкий червяк, но на самом деле пиявка — это очень необычное и продуманное существо. У нее вытянутое мягкое тело, которое может сжиматься, растягиваться и менять форму. Передвигается пиявка, кстати, довольно забавно. На теле у пиявки находятся две присоски, передняя и задняя присоска, с помощью которых она крепко цепляется за поверхность и передвигается. Задняя присоска большая и служит только для крепления к поверхностям, а передняя присоска маленькая, и внутри находится рот пиявки. Кстати, у пиявки есть глаза, целых 5 пар глаз, но они видят только свет и темноту. Но самое интересное скрывается у нее во рту. Рот пиявки имеет 3 челюсти с множеством очень маленьких зубов. Когда она присасывается к телу, она делает аккуратный укус, а вместе со слюной впрыскивает специальные вещества, которые обезболивают место укуса и не дают крови сворачиваться. После укуса пиявка начинает медленно пить кровь, и она может выпить до 15 мл крови, а это в 10 раз больше ее собственного веса. После укуса пиявки на теле остается вот такой треугольный след от 3 челюстей. Но самое удивительное, что пиявка не просто кусает все подряд. Она может чувствовать тепло тела, движение и даже вибрацию воды. То есть буквально может нащупывать живое существо вокруг себя. И да, как бы это странно ни звучало, это существо одновременно и немного жуткое и очень умное по своей природе. Почему же люди добровольно сажают на себя пиявок? Дело в том, что когда пиявка кусает, то в тело жертвы попадает ее слюна, в которой находится очень много полезных веществ, которые обладают лечебным эффектом. Лечение пиявками называется герудотерапия. Пиявок ставят на разные части тела, в том числе на лицо, в рот и даже на глаза. Выглядит это довольно ужасающе, если честно. Для содержания пиявок прекрасно подойдет банка или небольшой аквариум, но обязательно с чистой водой. Как видите, пиявки умеют не только ползать, но и очень хорошо плавать. А сейчас пиявка активно ищет какое-нибудь живое существо, чтобы полакомиться его кровью. Если я оставлю пиявку вот так ползать по моим рукам, то через какое-то время она обязательно меня укусит и начнет пить мою кровь. А давайте проведем эксперимент, попробуем дать пиявке мясо разных видов и попробуем, будет ли она его кусать и пытаться пить из него кровь. Это куриный окорочок, это говяжий кусочек мяса, а также кусочек говяжьей печени. Я взял пиявку и посадил ее в тарелку с куриным окорочком. Сначала она хотела убежать, но я вернул пиявку обратно на тарелку. И вдруг произошло то, чего я не ожидал. Пиявка присосалась к окорочку. Я был уверен, что пиявке не понравится окорочок, ведь это белое мясо, и с виду тут совсем нет крови. Но пиявка по какой-то причине подумала иначе. Она действительно присосалась к куриному мясу. Если присмотреться, то можно увидеть, как сокращаются ее мышцы, и она пытается сосать кровь из этого мяса. Конечно, никакой крови в этом мясе нет, но все же пиявке понравился запах или цвет курицы, и она решила к нему присосаться. Я почему-то был уверен, что пиявка выберет именно говяжье мясо или говяжью печень, ведь оно красное и там точно есть остатки крови. Но у меня есть еще несколько пиявок, и поэтому я могу попробовать положить другую пиявку на говяжье мясо. Я так и сделал, взял пиявку и положил на мясо.
Пиявка начала сначала ощупывать мясо, и я был уверен на 100%, что сейчас она присосется к нему. Но, к моему величайшему удивлению, пиявка не захотела присасываться к этому великолепному красному мясу, а решила уйти прочь. Я вернул пиявку обратно, но она совсем не захотела есть мясо. Оно ей почему-то не понравилось, и она снова решила уйти. Я опять вернул пиявку на тарелку в надежде, что она все-таки присосется к мясу. Но через некоторое время пиявка снова решила уползти прочь. Ладно, подумал я и пересадил ее на печень. Как вы знаете, печень — это орган, который фильтрует кровь, и она точно должна понравиться пиявке. Но нет, посмотрите, пиявка уползает от печени и даже не пытается ее укусить. Послушайте, может быть, пиявка не голодная? Давайте попробуем, возьмем другую пиявку и посадим ее на мясо. Эта пиявка вроде бы как с интересом начала ощупывать мясо, и я уже подумал, что сейчас она его точно укусит. Но оказалось, что она просто хочет залезть под мясо и спрятаться там. А тем временем первая пиявка, которая присосалась к окорочку, уже отпустила его. Она поняла, что там нет крови и высасывать там нечего. Я взял и пересадил эту пиявку на мясо с надеждой, что она попробует и его укусить. И она какое-то время ощупывала мясо своей передней присоской, но потом она почему-то не захотела его пробовать, а попыталась уползти прочь. Потом она вроде как вернулась обратно, еще немного ощупала мясо, но все равно не захотела пить из него кровь. Смотрите, она ползет к тарелке с печенью. Наверное, хочет ее попробовать. Ну что же, давайте посадим ее на печень. Может быть, она ей все-таки понравится. Эй, пиявка, ты куда? Стой! А покушать? Печень вкусная, попробуй хотя бы. Кстати, давайте посмотрим, что делает пиявка, которая спряталась под мясом. Да она просто там сидит и даже не присосалась. Вот так вот, друзья, пиявки не хотят пробовать красное мясо. И печень тоже отказываются пробовать. Ну ладно, если вы не хотите кушать, то я посажу вас обратно в контейнер, пока мы не расползлись по столу. Вот так вот, друзья, эксперимент закончился очень неожиданно. Вместо красного мяса с кровью пиявка почему-то присосалась только к белому куриному мясу. Возможно, у куриного мяса самый приятный запах, который привлек пиявку, я не знаю. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Вот такие вот у меня новые питомцы, пиявки, кровожадные существа, которые питаются кровью и в то же время приносят пользу и лечат людей. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!